Как пошить такую сумочку на фермуаре, начиная с построения чертежа, смотрите в этом видео. Привет, меня зовут Лилия. У меня вот такой фермуар золотистого цвета. Он на винтах, что в дальнейшем упростит его соединение с сумочкой. На фермуаре я уже сделала ручку, в ее основе шнур, который я присоединила к кольцам на фермуаре. Шнур толщиной 3 мм в 6 рядов, которые я затем заплела бусинами диаметром 6 мм. Вы можете найти готовые ручки, например, в виде цепочки или какой-то другой жесткой формы. Размер моего фермуара 20 сантиметров. И начинаю с построения чертежа сумки. На бумагу перевожу контур фермуара с внешней его стороны. Отмечаю две точки – конца фермуара и центра, то есть места, где находится винт соединения двух створок фермуара. Нахожу центральную вертикаль, и от нее буду строить только половину чертежа. Вниз откладываю 20 сантиметров. Это будет высота сумочки. И рисую примерную форму готовой сумки. Внизу откладываю 14 сантиметров. От этой точки поднимаю вертикаль. От места скругления рамки фермуара провожу касательную и дугу от точки конца фермуара. Касательную я проводила на глаз, но вы можете сразу отложить вправо 3 сантиметра. Плавно соединяю новую наклонную линию с боковой линией. Теперь построю донышко и боковую часть сумки. Вниз откладываю 4 сантиметра и провожу параллельную линию относительно линии низа. На чертеже это линия сгиба, то есть донышко в итоге будет шириной 8 сантиметров. Такую же величину 4 сантиметра и параллельную линию рисую справа, то есть от боковой линии. Теперь на чертеже я должна учесть расстояние между створками фермуара. Но опять же в половинном размере, и у меня это 1 сантиметр. Сначала провожу дугу через точку середины фермуара, а затем по небольшой дуге вправо откладываю этот 1 сантиметр. То есть вот это расстояние А будет равно этому же расстоянию на этой дуге, длиной тоже А. Повторюсь, что у меня это 1 сантиметр. И уже от новой точки провожу плавную линию к новой вертикали на боковой стороне. Неважно, какой у вас фермуар, пришивной или на винтах, изделие заправляется в рамку только до этой точки, а это расстояние остается свободным между рамками. Это нужно для свободного раскрытия фермуара. Чертеж готов. Складываю его вдоль пополам и вырезаю по полученным контурам. На чертеже у меня есть еще одна конструктивная линия. Она проходит горизонтально на расстоянии 7 см от верхнего края. Это будет шов на лицевой стороне сумочки, в который будет вшиваться лента с перьями. Этот шов будет только на одной стороне сумочки. И теперь приступаю к пошиву верха сумочки. Для нее выбрала бархат черного цвета. Это мебельная ткань повышенной плотности, которая совсем не тянется, но я все равно буду ее уплотнять. Для этого использую термоклеевой уплотнитель. Его еще называют объемный флизелин. У меня он плотностью 320 грамм на метр квадратный. Где покупала свои материалы, оставлю в описании под этим видео. Так как бархат имеет определенное направление ворса,
Вношу небольшие корректировки в выкройку. Чтобы на передней и задней частях сумочки ворс был в одном направлении, у меня это сверху вниз. Вместо линии изгиба мне нужно будет сделать шов. Сначала детали из бархата я не вырезаю точно по выкройке. Так как они будут на термоклеевой основе, то их конфигурация может измениться под действием тепла и пара. Поэтому я добавляю по краю припуски больше, чем мне это необходимо. Но средний шов делаю сразу. Подрезаю точно и стачиваю шириной шва 1 см. Шов разутюживаю. Теперь на одной стороне намечаю место расположения шва, добавляю пару сантиметров на усадку и обработку. Но после приклеивания уплотнителя припуск я подрежу до 1 см. Деталь разрезаю в соответствии с выкройкой. И теперь в таком виде на детали буду приклеивать уплотнитель. Уплотнитель накладываю клеевой стороной на изнаночную сторону ткани. На этой детали прямой срез уплотнителя располагаю на расстоянии 1 см от среза ткани, то есть по линии шва, а не припуска. Приутюживаю через хлопчатобумажную ткань с паром, нагрев утюга на 3 точки. Возможно, что у вашего утюга будут другие характеристики, поэтому проверьте сначала на небольших кусочках тканей. Точно так наклеиваю уплотнитель и на большую деталь. Вот так получилось. Карандашом я перенесла линию шва на изнаночную сторону. Теперь обвожу контуры выкройки точно. А вырезаю детали уже с припусками на швы. Добавляю по полсантиметра припусков по линиям соединения с фермуаром и по 1 сантиметру по всем остальным линиям. Теперь буду пришивать тесьму с перьями. От среза намечаю 2 линии. Первая на расстоянии 1 см от среза, вторая на расстоянии 1 см от меловой линии. Тесьму начинаю пришивать сначала по второй меловой линии, совмещая край тесьмы с намеченной линией. И тесьму с перьями я пришиваю в 3 слоя. Последняя линия тесьмы совпадает с линией среза. После пришивания всех 3 полосок тесьмы притачиваю верхнюю часть сумочки. И прокладываю отделочную строчку шириной 2-3 мм. В этом месте над тесьмой у меня будут располагаться пришивные стразы. Намечаю швы и середину детали. Такие стеклянные стразы я покупала набором. Они разной формы и размера.
в цапах, в которых есть отверстия для пришивания. Еще я намечаю края фермуара, чтобы после соединения с ним стразы не попали в места перегиба этой детали в этом месте. Для удобства стразы разложила по видам. В рисунке сначала раскладываю самые крупные. А перед пришиванием стразы подклеиваю. А потом, когда уже буду пришивать стразы помельче, клей для них не использую. И вот так получилось. Обратите внимание, что все стразы вот в таком виде находятся внутри фермуара и не выходят за его пределы. И от верхнего среза располагаются на расстоянии не менее 2,5 сантиметров. Теперь стачиваю боковые швы. Ширина швов 1 сантиметр. Теперь стачиваю короткие швы, соединив центральный нижний шов сумки с боковыми. В такой небольшой сумочке дно можно не уплотнять, но я решила это сделать. Для этого использую кош-картон или стелечный картон. Измеряю ширину донышка, это 8 сантиметров, и длину у меня это 28 сантиметров. И вырезаю из картона полоску шириной 8 сантиметров, а длиной не 28, а 27, то есть уменьшаю длину на 1 сантиметр. Получившуюся картонную полоску мне нужно обернуть флизелином. Делаю вот такой своеобразный чехол, в который вставляю картонную полоску. По ширине чехол должен быть таким, как ширина полоски, а по длине выходить за оба края примерно по 1,5 сантиметра. Получившееся донышко располагаю с небольшим натяжением и притачиваю, не захватывая картон, коротким швам донышка сумки. Прежде чем вывернуть сумку, швы нужно подрезать. А еще на донышко я решила установить 4 ножки пукли. Процесс установки я не показываю, потому что он очень простой. В отверстие, сделанное на донышке сумки обычным шилом, вставила ножку. На нее одела вот такую круглую скобку,
а затем закрепила ножки, раздвинув их в разные стороны. И вот так это выглядит в готовом виде. И теперь деталь верха сумочки почти готова к сборке. Теперь шью подкладку. Для подкладки я выбрала ткань с золотистыми металлизированными нитями. Еще такую ткань называют парчой. Такая ткань сильно осыпается на срезах, и чтобы предотвратить это осыпание, ткань проклеила флизелином. Здесь я вырезанный кусок ткани сложила пополам, обвела контуры все той же выкройки и добавила припуски на швы. По верхнему срезу 5 мм, по всем остальным по 1 см. Деталь вырезаю. Из квадрата 17 на 17 см этой же ткани и также продублированной делаю карман. С одной стороны намечаю линию на расстоянии 3 см от среза. Припуск складываю 2 раза по 1,5 см и прокладываю строчку. На подкладке сумки на расстоянии 7 см от верхнего среза и по центру располагаю и настрачиваю карман. Срезы подгибаю на ширину 1 см. Теперь стачиваю боковые срезы. Ширина шва 1 см. Затем, так же как на детали верха сумки, стачиваю короткие срезы донышка. Обычно в боковом шве подкладки оставляют отверстие, чтобы вывернуть сумку после обработки ее верхнего края. Но моя сумка очень плотная, с уплотненным донышком, и выворачивать такую не только неудобно, но и почти невозможно. Поэтому перед соединением верха и подкладки я сделаю еще одну деталь. Из тонкой, но плотной хлопчатобумажной ткани делаю обтачку. Сначала проклеиваю 2 полоски ткани. Их размер такой, чтобы потом можно было вырезать детали обтачки по размерам выкройки. Получившиеся проклеенные полоски складываю лицевой стороной друг к другу, обвожу контуры выкройки в верхней части. По боковым сторонам откладываю вниз по 3 см, сверху по 5 см. И плавной линией рисую контур. Сверху делаю припуск 5 мм, по бокам по 1 см. К нижней линии припусков не делаю. Детали вырезаю. И стачиваю их по боковым линиям. Нахожу середины деталей, соединяю их по верхнему срезу лицом к лицу. И обтачиваю верхний срез шириной шва 5 мм. На уровне боковых швов делаю несколько надсечек.
Припуски швов на скруглениях немного подрезаю. И выворачиваю обтачку на лицевую сторону. Хорошо расправляю шов и выметываю его по всей линии шва. Верхний срез подкладки также нужно подогнуть. В районе боковых швов сначала делаю насечки, а затем срез подгибаю на изнаночную сторону на 1 см и закрепляю его машинной строчкой. Теперь подкладку вкладываю внутрь сумки. Подкладку пришиваю к верхнему краю сумки ручными потайными стежками, не забывая совмещать центры деталей и их боковые швы. И теперь можно присоединять фермуар. К фермуару прилагались вот такие маленькие винты. И, конечно, такой фермуар гораздо легче соединять с изделием, чем фермуары пришивные. Уточняю центры. Край изделия заправляю в рамку фермуара с помощью отвертки. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить ткань. Начинаю от центра. И сразу закрепляю 2 центральных винтика. Затем перемещаюсь к краям. А потом то же самое делаю и на второй половинке фермуара. После того, как фермуар закреплен, убираю временную строчку ручных стежков. Как мне кажется, сумочка получилась довольно изящная, нарядная, в меру гламурная, но при этом сохранившая классические формы вечерних сумочек с такими застежками-фермуарами. А вы можете поделиться своим мнением, впечатлением в комментариях. Если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание.
И, как всегда, жду вас на своем канале.